На космодроме готовится запуск очередного космического корабля. Мощная ракета должна вывести его на околоземную орбиту. Космонавтам, которые готовятся сейчас к полету, предстоит испытать при выходе на орбиту перегрузки. Перегрузка. Что же это такое? Давайте разберемся. В обычных условиях на тело человека действует две силы. Сила тяжести и реакция опоры. Сейчас они уравновешены и, следовательно, равны друг другу по величине. Эти силы деформируют тело, сжимают туловище и ноги, растягивают руки, но для человека такая деформация привычна. При движении вверх с ускорением реакция опоры становится больше, тело деформируется сильнее, возникает состояние перегрузки. Итак, перегрузка возникает только при движении с ускорением, когда реакция опоры превышает силу тяжести. При равномерном движении перегрузок нет. При быстром вращении реакция опоры сообщает телу центростремительное ускорение, и в этом случае возникает перегрузка. На такой центрифуге тренируют космонавтов. Все быстрее вращение, реакция опоры увеличивается, растет перегрузка. Но надо тренироваться, ведь перегрузка ждет и в космическом корабле. Все готово к запуску. Ракета движется с ускорением. Космонавты испытывают перегрузки. Когда космический корабль получит нужную скорость и направление, он, отделившись от ракеты-носителя, начинает орбитальный полет. Теперь на него действует лишь сила тяготения к Земле. Она сообщает кораблю центростремительное ускорение. Минимальная скорость, которая нужна космическому аппарату для полета по круговой орбите у поверхности любого небесного тела, называется первой космической скоростью. Для Земли это около 7,9 км в секунду. Сила тяготения все время перпендикулярна направлению скорости, и поэтому не изменяет ее величину. Космический аппарат по круговой орбите движется равномерно. Если при выходе на орбиту кораблю сообщить скорость большую, чем первая космическая, то траектория движения становится эллиптической. Ближайшая к Земле точка ее называется перигеем. Самая дальняя — апогеем. Теперь вектор скорости не перпендикулярен силе тяготения. Ее можно разложить на две составляющие — нормальную и тангенциальную. На участке от апогея к перигею тангенциальная составляющая силы тяготения направлена вперед по движению и увеличивает скорость. На участке от перигея к апогею тангенциальная составляющая направлена против движения и тормозит его. Таким образом, скорость полета наибольшая в перигее и наименьшая в апогее. При движении космического корабля положение плоскости орбиты в пространстве остается неизменным, а земной шар вращается. Поэтому каждый следующий виток корабля проходит над другим участком земной поверхности. Точки земной поверхности, над которыми пролетает корабль, образуют трассу спутника.
Таким образом, вся наша планета становится доступной для наблюдения и изучения из космоса.